Это 8-й отрывок из повествования о тяжелых политических и жизненных событиях в одной из стран на планете. Это должен знать каждый, чтобы такое не повторилось. 7-й смотрите на канале. Глаза его смотрели, а слух делал свое дело. И он услышал, как из глубины леса что-то двигалось. Вдруг хрустнуло, и ветка оттянутая, хлестанувшая по другой. Снизу его хорошо прикрывали густые хвойные лапы сосны. Женщина вздрогнула, лицо ее побледнело, и она устремилась к окну. Алексей прижался к стволу, замер. Явно кто-то пробирался в темноте. Потух свет, открылось окно. Она была совсем близко. Ему показалось, что он окунулся в нежный аромат ее духов. Навалившись на подоконник, длинные локоны падали вниз. Она крикнула приглушенным голосом: «Кто здесь? Я спрашиваю, кто здесь?» Загорелся фонарик. «Извините, Марина Валерьевна, я делаю обход, да надо еще собак выпустить», раздалось снизу. «Без света, под моими окнами. Это вы такие обходы делаете?» «Да что-то фонарик барахлит». «Кто вас послал, Воронов?» «Да нет, это наша же обязанность». «Обязанность? Завтра разберемся с вашей обязанностью», сказала она резко. «И собак не спускайте, люди приедут». Алексей затаился. «Вот сучка, как будто почувствовала. Воронов будет недоволен», раздалось снизу, из темноты появился второй. «А мы-то при чем? Я давно приметил это дерево, но постоянно шторы закрыты. Сейчас пока шел, были открыты. Ну ты видел, что творится? Телепатка она что ли какая? Из другой группы здесь никто не бывает, только мы. Она знает, что кроме нас некому здесь ходить. Что так разволновалась? Ну и что ходим? Это наше дело. Настроение плохое, что ли, у нее?» Алексей усмехнулся. Он понял, чей взгляд женщина почувствовала, и он напугал ее. С одной стороны, они даже помогли ему, и еще какая-то группа охраны. «Ну что делаем?» «Пошли теперь уж. Кабинет его рядом, а в крайнем случае скажем, что делали осмотр окон его кабинета, хотя там сигнализация, чего бояться?» Алексей понял, говорят о кабинете Блаженкина. Значит, кабинет рядом. Пока все неплохо. И однофамилец у меня здесь, подумал он. В комнате опять зажегся свет. Двое сразу устремили туда взоры, но шторы уже были задернуты. «Вот с кем покувыркаться-то?» — услышал Алексей опять разговор двоих. «Покувыркайся на погости», — приглушенно ответил второй. «Муженек, то есть что, сам по себе гнилой и трусливый. Все дело в Абрекове. Он всем здесь заправляет, да ее, скорее всего, к нему приставил. А ученый в ней души не чает, с ума сходит». Голоса были тихие. «Что у них общего с этим Абрековым?» «Как что? Ученый что-то разрабатывает, а тот себе в это пользу делает. Кто ее знает? Все деньги в этом мире правят». «Верно», — подумал Алексей. «Правят-то деньги, но почему многие забыли такие понятия, как настоящая дружба, верность, добродетель, и в конце концов из-за чего дрались на дуэлях, не страшась за свою жизнь, не дорожа ей, если была поругана честь. А что сейчас? Но пройдет это время дьявола, хотя всегда будет добро и зло, покуда живут человечество. И вечная между ними битва. Вопрос, кто победит. Значит, Воронов ведет свою игру. Алексей не сомневался, что эти двое, которые остались с Вороновым в холле, действовали они скрытно. Интерес, видно, не шуточный. Или с целью шантажа, или деньги хотят, или что-то увидеть секретное, подумал он. Уже раздирало желание ворваться в это осиное гнездо и напрямую выяснить, что здесь происходит, взять за шиворот этого Блаженкина и в глаза спросить его обо всем. Хотя велось следствие, убийц до сих пор еще не нашли. И не найдут, не там ищут. Такой дом с такой охраной. Деньги здесь бешеные. Сахар, глупости все. И надо бы проверить, что за сахар. Не зря даже охрана засомневалась. Все эти мысли переплелись в голове Алексея, выискивая верное решение. «Пойдем собак спустим. Здесь все равно делать нечего». «Ты чего? Сказала же хозяйка не спускать. Кто-то приедет, вроде осла».
Вот черт, тогда придется всю ночь шастать, не поспишь. Да кому что здесь нужно, глухомань? Что, первый раз, что ли? Ну ладно, пошли, хрен с ним. Охранники ушли, нужно было что-то предпринимать. Хорошо все складывается. Он даже не ожидал, что столько информации за такой короткий промежуток времени. Дело, хоть и к осени, но листва еще не спала. Здесь, в долине, окруженной горами, красота неописуемая. Чуть-чуть, неуловимым оттенком начинал пробиваться аромат затухшего лета. Воздух такой, что пьешь его, а не дышишь. А еще говорят, что деньги зло. Попробуй, возьми здесь участок, да еще построй что-то. Для многих это удовольствие на болотах, рядом с химическим заводом, в зачуханных квартирках квадратов так на 40, для всей семьи, с бабками и детками. Особенно самым немощным, инвалидам, старикам, верующим в добро и справедливость, и неспособными зубами выгрызать то, что по праву принадлежит им. За десятки лет иногда и каторжного труда в шахтах и подобных заведениях этой страны. И сейчас, живя на скудную пенсию, которую им не дают по несколько месяцев, им бесполезно даже и мечтать о чем-то нормальном для человека. А у всех же еще и дети. Вот она забота этого государства. Мысли вихрем вертелись в голове. Жалко было уходить. Но и наделать шума просто нежелательно. Протяжный сигнал автомобильного клаксона разбудил тишину. Кто-то приехал, значит, с собаками теперь точно задержатся. Женщина вновь одернула штору, задумчиво смотрела в окно. Надо спуститься с дерева, пользуясь темнотой и лесом, попробовать узнать, кто приехал. Но почему она не уходит? Неужели сейчас тот, кто приехал, придет к ней? И скорее всего так. Она знает это. Может, муж? Разговор про какого-то Аслана. Знал это имя, но нереально. Да и спускаться рискованно, совсем близко, окно приоткрыто. Если услышит, подумает, что птица или зверек, но все равно насторожится. Алексей ждал, он не ошибся. Вошел человек, строгий черный костюм, белая рубашка, кудрявая борода окаймляла его широкоскулое лицо кавказского типа, хотя кожа была совсем светлая. Узнал его сразу.